Всем привет, меня зовут Яна. В этом сторитайме я расскажу о начале своей творческой дорожки. Возможно, это видео вам чем-то поможет. Но постойте же, есть же Артамина. Отличное сообщество для художников. Там можно публиковать свои рисунки, оценивать другие работы художников. Проводится очень много разных конкурсов, где ты сможешь принять участие. Найти друзей, которые тоже любят рисовать, тоже легко. Зайди в общие чаты и начни знакомство. Там еще можно проходить викторины, смотреть видео в кинозале. Если ты не знаешь хорошо анатомию, то тебе на помощь библиотека туториалов. Там все расположено по полочкам. Но вот если ты не знаешь, что рисовать, то тебе на помощь генератор идей. Разные варианты ответов помогут тебе начать свой рисунок. Начни воплощать свои идеи с Артамина. Все ссылки будут в описании. Рисовать я любила всегда, с детства уже хотела быть художником, но как у детей мое отношение к этому было несерьезным. Так-то в будущем были попытки начать серьезно рисовать. В школе я вступила в кружок рисования. Набросила его на 4-м году обучения. Мне вообще не нравилась и не нравится живопись. Пусть я это не любила, я там смогла набить свою руку, понять, как работают цвета, и самое главное, я там встретила своего сэнпая. Ее зовут Веро. Именно она научила меня рисовать, любить свое дело и относиться к этому серьезно. После эпичного ухода из художки, я думала, что не встречу ее никогда. Но на следующем году, в 5 классе, она стала учиться со мной. В классе я с ней и еще одной подругой Аней стали группой «Этитян умеет рисовать». Вот знаете, в моем 5 классе у меня еще не было интернета, чтобы смотреть туториалы. Все было немного сложно. С 6 класса начинаются поступки, из-за которых мне стыдно до сих пор. Наш сэнпай тогда была Брони, и она нас затащила в этот фэндом. Первое, что я нарисовала с интересом, была Пинки Пай. Это была срисовка из рисовок Веро. Понимаете, насколько это было сложно научиться рисовать, когда единственный источник типа туторов – это девочка с одной тетрадкой срисованных по ней. Это длилось где-то год. Я перестала быть Брони после того, как мне подключили интернет, и я узнала, что такое аниме. Наша туса из Брони эволюционировала в анимешников. Теперь мы пытались научиться рисовать в стиле аниме. Я где-то срисовывала, где-то сама рисовала. Пыталась брать примеры своих подруг. У них обоих очень хорошо выходило, нежели чем у меня. Из-за такого себе соперничества я пыталась быть лучше, и это помогало мне. Теперь о главном. В 7 классе я узнала, что такое ВК и то, что там можно выкладывать свои рисунки. Я сидела в группах как рисовать аниме или как научиться рисовать аниме. Долгое время я особо не хотела туда выкладывать свои рисунки, потому что думала, что меня там засмеют и так далее. Но сломавшись, я выложила. Рисунки, правда, были не очень. Пусть мне стыдно сейчас, но тогда мне это очень даже помогло. Были, конечно же, люди, которые говорили, что я совсем не умею рисовать и то, что мне нужно это вообще бросать. Но людей, которые меня поддерживали и говорили приятные слова, было больше. Я не знаю, как дела обстоят в таких пабликах, но там довольно пусто. Сейчас люди выкладывают туда свои рисунки, да нет? Напишите мне в комменты, пожалуйста. 2016 год, боже. Короче, вы поняли. Я начала относиться к рисованию серьезно. Я завела свою группу ВК. Знаете, эта группа все еще существует. Можете зайти туда. Ой, стыд. Тогда я активно пользовалась туториалами, рисовала несколько рисунков в день, брала бесплатные заказы. Заказы хороши тем, что у каждого заказчика персонаж разный. Это мне помогало научиться рисовать людей с разными чертами лиц и тела. Кажется, что это все очень легко, но нет. Тебе придется рисовать каждый день, чтобы не забыть, как рисуется эта часть тела. Тебе нужно будет не только смотреть на туториалы, но и принимать их в практике. А вот заказчики те еще. Обычно это маленькие дети, которые просто хотят халявы. Когда я заканчивала бесплатный заказ, они даже не говорили спасибо. Многие очень грубо говорили со мной, показывая свое неуважение к художнику. Я просто рада, что прошла всю эту дичь. Сейчас я покажу несколько рисунков с тех времен. Мои мучения не были зря.
Пока будет идти это мини-слайд-шоу, я немного расскажу о тех переживаниях, когда ты думаешь, что, боже, твои рисунки никому не нужны. Если ты думаешь, что ты научишься рисовать за день или только о популярности думаешь, это не твоя дорожка. Научиться рисовать сразу у тебя вообще не получится. Для этого нужно терпение и время. Нужно рисовать очень много, чтобы добиться уровня, что ты хочешь. Если ты думаешь, что твои рисунки никто не заметит, то ты ошибаешься. То же самое терпение и время. Чтобы заинтересовать людей, тебе нужно рисовать что-то интересное. Логично. Вот, например, фанарты. Не все так просто, ребят. Но я это поняла только в 2017 году. Это довольно поздно. В начале этого года у меня был большой артблок. Я вообще не хотела рисовать. Я думала, что все эти годы стараний были просто зря. Тот планшет, что я хотела столь долгое время, теперь просто лежит без дела. Я на нем рисовала всего 5-9 раз и все. Мой сенпай уехал в другой город, из-за этого наша компания распалась. Мне вообще было очень плохо. Казалось, что моя мечта стать художником просто распалась. Летом того же года я узнала про игру Soliface. Меня эта игра настолько вдохновила, что я захотела нарисовать фанарт. Когда начинаешь рисовать после долгого артблога, а у меня он с начала года, возникает такая себе дыра в груди. Мысли, что ты возьмешь стилус, и как всегда у тебя ничего не получится, просто... Но я смогла. Вот он, первый хорошо нарисованный рисунок за год. Дальше я стала рисовать фанарты по Soliface. Благодаря этим рисункам ко мне приходила моя первая аудитория. Я стала немного увереннее рисовать и думала, что, боже, наконец-то мои старания не зря. Дальше была одна проблема. Одна. Вот ты рисуешь фанарты, это приносит тебе аудиторию. Но у всего хорошего есть обратная сторона медали. Все хотят лишь фанарты. Эта проблема до сих пор еще со мной. Зайди в мой инстаграм или ВК, то увидишь, что там один Детройт. Поэтому рисуй что-то фэндомное и что-то свое вместе, чтобы твоя аудитория как бы не привыкла к одному. Спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, вам все понравилось. Я пойду получать 28 ударов ножом в свое сердце, когда буду смотреть АМВ по Детройту. Михаил оказался педофил. Это понял я после того, как у него дома погостил. Надеюсь, кто-то смотрит это видео до конца. Мигна дюрбала ханатраба.